Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад, что скоро случится в вашей жизни, что скоро произойдет. 3 важных события, которые произойдут в вашей жизни совсем скоро. Вот давайте с вами узнаем, о чем нам расскажут сегодня карты. И мы ведь можем даже и не предполагать, насколько неожиданными бывают повороты судьбы. Вполне вероятно, то, о чем мы сейчас думаем, о чем переживаем, или мы очень хотим, чтобы это произошло в нашей жизни. А потом так в один момент все переворачивается, и мы становимся благодарны судьбе за то, что именно вовремя она как расставила все по местам. Вот давайте, еще не знаем, что нам покажут карты. Конечно, мы вначале выполним сигнификацию, и наш расклад одинаково подойдет как для мужчин, так и для моих любимых девочек, не важен возраст. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, но и здравого смысла. Итак, что же, о чем нам будут повествовать карты, кто сегодня пришел на расклад, что о вас на данный момент, что вы сейчас переживаете, возможно, чувствуете, что чувствуете, да? Нам расскажут карты. Карта, вот, кстати, искаженного восприятия. Здесь, с одной стороны, нам говорят о том, что вы как погрузились, может быть, в изучение какого-то дела и окончательно запутались. Погрузились в собственные мысли и где-то там утонули. Может быть, вы столкнулись с какого-то рода информацией, когда вы понимаете, я об этом вообще ничего не знаю. Вот такое ведь тоже бывает. Потому что, как известно, неопределенности, неизвестности сами по себе в нашей жизни, они вот эту темноту какую-то, или как сумерки назовем, нагнетают. Да? Мы всегда, когда сталкиваемся с тем, что мы не можем логически объяснить, или это как сознание, наш великий шаблон, где-то на уровне привычки, не может это тоже разложить по полочкам. Мы начинаем где-то размышлять. Вот это именно когда девушка смотрит вглубь себя. Она не замечает того, что вокруг, того, что вот буквально за окном уже восход солнца. Мы пытаемся до бесконечности как гонять по кругу одну и ту же мысль. Вот кто-то гоняет мысль и не может понять, вот как мне, где эта точка сборки, чтобы мне можно было, возможно, точно выйти вот или из создавшегося положения. И у каждого своя какая-то сфера жизни. Но много, видимо, как и страхов, сомнений, а получится или нет. Сумею ли я это преодолеть или сумею ли я это изучить, например, да? Если вы столкнулись с какой-то совершенно новой стезей или областью своей жизни, может быть, это по работе, насколько вы сумеете адаптироваться, насколько вы в этот сам процесс можете вклиниться, да, и так это уже шествовать гордой поступью, будем говорить. Но так или иначе, вот вы видите выход из создавшегося положения в том, что вам нужно что-то обдумать. Ведь по карте восьмерка кубков мы как раз ищем выход, как мне поступить, но мы его находим. Поэтому карты где-то предвосхищают. Да, следующая карта, мы говорим всегда тройка. Любая тройка – это карта будущего. Так вот, по этой карте кто-то может воспринимать сегодняшний день именно как это какой-то полный стопор. Или имеется в виду, это вот мы как остановились, и непонятно, когда это прекратится, когда уже какое-то движение начнется, может быть, перемены какие-то начнутся. Мы вот именно погрузились в те обстоятельства или в те мысли, которые у нас сегодня есть, но карты нам все говорят, ну, значит, все равно каким-то образом произойдет вот этот переломный момент, и у тебя сейчас это не есть какая-то бесконечная пауза. Ну, может быть, и подзастряли так по срокам, по времени, дольше, чем мы планировали. Но все же тройка жезлов нам говорит, что вы человек тот, который не привык унывать, хочется сказать. И даже если буквально жизнь ставит на колени, когда, не знаю, как поступить, или словно на меня навалилось сразу со всех сторон, да, какие-то события, как из мешка горох, не успел с одним разобраться, тебе уже что-то другое, да. Но эта карта говорит, это временная пауза для того, чтобы как будто отшлифовать то, куда мы пойдем. И карта Луна говорит, слушай свою интуицию. Вот тут, в принципе, по этой карте, с одной стороны,
для кого-то из вас, если мы вот именно о вас, вопросы дома могут сейчас, потому что иногда карта Луна говорит о нашем тыле, то есть там, где мы находимся, место безопасности. У кого-то это может быть буквально вопросы семьи, личной жизни. Тут у нас аркан Император. Но точно так же ведь это могут быть вопросы, которые связаны с документами, информацией, юриспруденцией. Как будто, если уж мы открыли следующую карту, карта Император – это организация. Но это банально, как какое-то учреждение, институт, будем говорить, или это организация нашей собственной жизни. Хотя я не исключаю, что у кого-то это личная тема, когда есть дома, может быть, такой император или не дома, но это правда какой-то выбор, который вот пока на сегодняшний момент вы не сделали. Или даже не знаете, может быть, какие же варианты, инструменты в моих руках. Тут что-то очень необъяснимое, потому что вы с этим прежде не сталкивались. Вот, наверное, один из ключевых моментов нашей сигнификации. Либо вы как предполагали, что-то просчитали, что вот должно именно идти так, а оно пошло как-то по-другому. Замешательство определенно есть. И вроде бы и хочется стабильности, понимания, какого-то порядка, да, если мы говорим организация. Организация собственной жизни. Но вот пока тысячи неопределенностей по аркану Луна. В принципе, нам карты уже сигнифицируют о том, что есть какая-то задача, проблема, вопрос, тема, которая интересует вас. Но на сегодняшний момент вы пока либо не знаете, как к этому подступиться, либо, кстати, кто-то может думать, что мне для этого потребуется очень большой срок. Может быть, то, что вы узнали, вас заинтересовало, кстати. Или вот хочется, да, как углубиться во что-то. Потому что семерка у нас идет кубков. Ну, если мы спросили, с чем связан этот вопрос, тут что-то вам, безусловно, интересно. Может быть, это у кого-то даже касается работы, но и творческого процесса. Вы, скорее всего, человек творческий, наделенный интуицией и эмпатией. Это если мы говорим, да, именно у вас. Но тут и именно сам вопрос, который где-то граничит между эмоциями и деньгами. Может быть и так. Между желанием что-то осуществить и конкретными ресурсами, инструментами, которые в ваших руках. Возможно, не исключаю, что финансовый вопрос, а точно у кого-то. Вот, кстати, интересно, император вверху и карта дьявола пониже. Здесь может быть или могут быть два вопроса, две темы. Хочется сложить все в красивый узор, всю свою жизнь не просто организовать, а так, чтобы, может быть, и вопросы дома, личной жизни, и одновременно финансовый, может быть, вопрос, который приходит не просто получить деньги и все. Нет, тут явно идет какой-то процесс, как добывание, да, или откуда к вам будут приходить вот эти самые финансы. Потому что все же есть какая-то тема, которая касается, ну, либо документов, либо конкретных, может быть, каких-то договоров, подписания контрактов, чего-то более важного. Или, может быть, каких-то платежей это тоже касается. В итоге тоже какой-то документ у нас получается. Возможно, вы чувствуете некоторую зависимость или от конкретных людей, или от буквы закона. Вот могу, допустим, что-то осуществить именно так, а по-другому не могу. Или я должна осуществить к этому сроку. А я как будто не властен над границами, да, этих сроков. Они установлены каким-то порядком, уже какой-то продуманной системой, организацией. Система же, по сути дела. Власть по аркану император идет. Паш мечей. Вы ищете, ну, как новую точку сборки. Вполне вероятно, кто-то получил следом за одним известием еще одно. Или, в принципе, вы, возможно, блуждая по какому-то лабиринту, да, может быть, и лабиринту мысли, тем не менее, вот это как рациональное зерно нашли. И понимаете, с точки вот пажа мечей, я часто говорю, как будто пора сворачивать. То есть пора что-то менять. Вполне вероятно, у кого-то это было просто известие от детей, от ваших взрослых детей. Иногда дети проходят, иногда это процесс обучения. И это то обучение, которое с элементом новизны. Вы этим раньше не занимались. Вполне вероятно, вестники пажи, поэтому вы могли получить следом еще какую-то информацию. Допустим, вы себя настроили на что-то одно, да?
Вы занимались каким-то делом, а потом вы вдруг узнаете внезапно, а мне как доступа нет. Или я не могу это осуществить. И вроде я продумала какую-то стратегию, а потом я узнаю, что, ну, к примеру, сервис какой-то не работает, какая-то платформа, вы на нее зайти не можете. Или вы уже нацелились на контакт с конкретным человеком, человек недоступен. Или вы куда-то написали, а потом тоже пошла какая-то пауза. Есть тут еще тот момент, который нас вроде бы и вдохновляет, но на сегодняшний день сказать, что четко мы уже как будто чем-то овладели, или мы уже даже направление само по себе продумали. Нет, здесь что-то вибрирует, постоянно меняется. Может быть, сворачивать, свернули направо, потом налево. Вы ищете выход вот в данный момент. Пожалуй, и вот эти две первые карты говорят о том, что вы так очень настойчиво вы ищете выход из создавшегося положения. Просто у каждого здесь будет какая-то своя, как и сфера жизни, но и своя задумка, конечно. Но вот насколько откликается эта сигнификация, то есть у нас тут деятельный человек, кстати, творческий человек, повторюсь, или тот человек, который, ну, с учетом выпавшей карты королева кубков, тот, который умеет дарить душевное тепло, возможно, вы многим помогаете, возможно, у вас есть семья или просто у вас есть дети. Есть у вас некоторого рода обязанности, когда вы за собой чувствуете меру ответственности, там тем более выпал аркан император. Поэтому для кого-то из вас дважды выбор правильного направления, вот, наверное, основной вопрос. Итак, 3 важных события. Давайте именно первое, второе, третье событие. Оттолкнемся от чего-то. Достанем на каждое событие по 6 карт, чтобы понять, что же скоро произойдет в вашей жизни. Ну и понятия скоро могут быть разные сроки, правда? Потому что это ж расклад наш общий. Первое событие и все то, что с ним будет сопряжено, да? Возможно, нам обрисуют вот как раз сферу жизни или то, что вы услышите. В чем будет для вас заключаться второе событие в вашей жизни? Что-то очень важное, ключевое. Или то, что, ну, не можем мы проигнорировать, не можем сказать, а не показалось. Каким-то образом это вас зацепит, да? Ну и третье важное событие в вашей судьбе. А может быть и правда это что-то неожиданное. Причем в любом номинале, первое, второе или третье. Перекладывайте на свою жизнь, перекладывайте на свой вопрос. Ну и позвольте в то же время себе услышать подсказки собственной души. Вот то, что у нас выпало. И первое главное событие, мы уже видели эту карту, это в сигнификации шла вторая карта, а следующая четверка мечей. Вот вы ищете, опять же, повторюсь, по-другому тут не скажешь, пытаясь обдумать, от чего мне, может быть, нужно отказаться. Или что я до этого времени сделала или сделал не так. Потому что, ну, что-то не идет, пробуксовывает, и вы, скорее всего, понимаете, что, ну, в некотором проценте отказ, да, или пересмотр собственной деятельности, активности, может быть, или как какой-то вопрос, если выход ищете, то уже где-то предполагается, что в две стороны мы не пойдем, нужно будет что-то переиграть и, стало быть, отказаться. По семерке жезлов, может быть, вы как надеетесь, что, по крайней мере, у вас не будет помех, или как вы, может быть, даже буквально кто-то, как мантру или, может быть, молитву, вы, вот я больше вижу так, чтобы вот у вас сейчас какой-то ответственный период в жизни. И для вас большую роль играют какие-то помехи извне. Будь то это люди, по семерке жезлов так чаще бывает. И это, знаете, как вот вообще снег на голову. Может быть, это даже со стороны близких, когда нужно включаться в какой-то вопрос, заниматься какими-то делами. Терять буквально в вашем понимании сейчас время, это значит что-то не осуществить. Но тут все идет своим чередом. Карта Иерофант. И все же следующая карта тройка пентаклей и семерка пентаклей. Нет, вот тут важное событие в том, что вы как по судьбе проходите какой-то путь очищения, хочется сказать. Сдаете жизненный экзамен. Вот как экзамен мы можем сказать по карте Иерофант, может быть у кого-то буквально экзамен. Меня смотрят разные возрастные группы, но даже
вне зависимости от возраста. Кто-то получает второе, третье образование. И пусть это не выражается в дипломе, а, предположим, в сертификате, когда просто документ, который о ваших приобретенных навыках будет свидетельствовать. Но, значит, вот это нужно получить или какую-то бумагу нужно подписать. И это где-то тоже вот та жизненная позиция ваша, в которой вы на сегодняшний день оказались, которая тоже для вас, как между прошлым и будущим, своеобразный экзамен. Вот тут что-то очень быстро не пойдет. И мы можем сказать по первому событию, правда, первое событие или, может быть, мои дорогие, настройтесь на то, что вот в ближайшее время сказать, что прямо тут завтра что-то такое происходит, что лично на вас оказывает какое-то поворотное влияние, когда вам придется резко изменить свои планы, то тут, скорее всего, нет. Вот вы как уже настроились найти, добыть информацию или решить ваш вопрос. И я больше вижу именно так, что даже если какие-то внешние помехи по семерке жезлов, даже если это у кого-то банально какая-то рутина или какие-то просьбы или обязанности, да, в нашей бытовой, даже на бытовом уровне, семейной жизни, вот перекладываете на себя, или то, что как рутина вам уже привычно. Тут придется вот это как будто оставить немножко на потом. Может быть, перенести. Ну вот представьте себе, что не выпала десятка жезлов, да, у нас. А ведь я часто говорю, да, кстати, не в этой колоде, что это у меня есть такая колода ангелов-хранителей. Вот кто смотрит мои видео часто, там как раз девушка нам показана, которая упала буквально на стол после того, что она пытается перемыть гору посуды. Пока одно мыло, там уже новая гора выросла. То есть есть вот эта рутина, которую мы не можем сделать, знаете, словно под ноль все, да? На этом успокоиться и сказать, ну вот, время наступило, теперь я буду переключаться именно на то, что-то важное, может быть, святое для вас, как какая-то идея, мечта. А вот этого же в реальной-то жизни не происходит. Мы начинаем как раз чаще всего с рутины, и там зависаем, как в болоте. И вот, понимаете, будет, значит, все же мы спросили главное событие, тогда будьте готовы. Это не есть вот, как, повторюсь, поворотный момент, который извне. Хотя я не исключаю, что тут не то, что что-то новое, а тут все хорошо знакомое старое. Где-то будет продолжать на вас воздействовать, что, возможно, вы с кем-то согласились, куда-то съездили, кому-то помогли, выполнили какую-то работу. А нам говорят, нет, вот тебе, наверное, задача, как по судьбе, карта Иерофант, как раз и пройти этот жизненный экзамен, несколько абстрагироваться, а уделить внимание именно той теме, которая у тебя сейчас на выборе и стоит, ведь первая карта восьмерка кубков у нас именно выпадала в вашей сигнификации. То есть нужно решить один какой-то наболевший вопрос. И это не значит, что мы сели где-то, да, и так растворились в собственных мыслях. Нет, тут в реальной жизни вторая карта у нас «Приведи мысли в порядок». То есть вообще, по сути, это карта отдыха. И когда мы избавляемся от всего лишнего. Буквально, как от хлама дома, может быть. Я допускаю, кто-то собрался делать ремонт и, может быть, решил, что нет, сначала я сделаю ремонт, а потом все остальное. А потом вы переиграете и сами себе скажете, что ремонт. Мне тут надо выбросить половину, а то и больше. Может быть и так. И я начну не с ремонта. Я начну вот именно этот хлам выбрасывать. Но это я так утрирую где-то, перекладывайте на себя. Так вот от мусора ментального мы тоже ведь по этой карте освобождаемся. И где-то семерка это и говорит. Это как навязанные мысли, это как навязанное мнение, это как, может быть, и действия ваши, которые продиктованы тем, что вам тоже где-то говорят делать или в чем вы прежде участвовали. Вот это для вас сейчас важно. Именно с этой позиции вам придется что-то пересмотреть. Ладно, тогда, а как будут дальше развиваться события? А вас это ведет к победе. Вот посмотрите, как будто дорога к победе, она как раз изящное завершение прошлого и означает. А следом у нас идет аркан император. Куда без императора? Он у нас уже по сигнификации выпадал. Как это организовать? Организовать свою жизнь. Организовать какое-то дело, которое вы надумали. Уже есть победа.
Вы совсем скоро приступите к реализации, мои дорогие. Здесь как будто вы найдете выход, это точно, железно, потому что карта шестерка жезлов, причем здесь может быть правда. Если это ваша идея сама по себе, да? Или то, что вот на уровне мечты вы хотите осуществить, создать, скреативить, то здесь вот этот выход будет найден. Но он неизбежно где-то, вторая позиция продолжает первую, потому что вот свести что-то к нулю. Устранить вот эти помехи совершенно необходимо. Без этого как будто вперед ты не пойдешь. Ух ты, как у вас все серьезно пошло по старшим арканам. Аркан императора, жрица. То есть, скорее всего, знаете, как у вас будет? Это как тоже главное событие. Вы можете прийти к выводу, что то, что интересно вам, не интересно никому. Мои дорогие, то, о чем вы думаете, вас даже люди могут не понять. Вы можете столкнуться с такими обстоятельствами, когда я лучше буду молчать. Все же это карта молчания. Ведь про основы этой карты ля Папесса мы говорим, да? По крайней мере, я в своих раскладах. Чтобы вы прочувствовали элемент. Пару слов. Это исторический факт, когда в лоне католической церкви стоял не папа, а именно была папесса, то есть была женщина, которая скрывала это под мужским платьем. Однако ей это не помешало достичь великого сана. Правда, ненадолго, но мы этот факт опустим. Очень много популяризации на эту тему, причем противоречивой. Но если мы говорим о картах Таро, первая карта Таро – это как раз ля Папесса. Это классика жанра. То есть есть какая-то тайна, она скрывала. Вот вам, как будто для вашей организации, благополучия, для осуществления, надо молчать. Чем меньше люди о вас знают, тем вы спокойнее спите. Чем вы где-то мудрее, может быть и хитрее. Вот кто знает, где закончилась мудрость и началась хитрость. Вот смотрите, как у вас интересно. А ведь правда, вы меняете, как хочется в шутку сказать, меняете походку. Вы становитесь, у вас очень ответственный момент совсем скоро наступает. Вот он совсем буквально близко. Может быть, поэтому карты, вот и все то, что я сказала по первой позиции, нам и обрисовывали, что тут не то, что ремонт надо делать, тут надо хлам какой-то выбросить, да, или избавиться от каких-то предубеждений или от какой-то преграды. Тут вот именно нужно так рационально подойти к этому вопросу. Может быть, для кого-то и какую-то паузу взять. Паузу может быть на несколько минут. То есть у нас должно быть пространство временное, когда мы можем себе выделить его и без спешки что-то обдумать. И тогда у нас как будто дальше, вот уже победа. То есть это уже достижение, когда, вы знаете, ноу-хау. Я знаю как. Вот это ноу-хау будет совсем скоро, будет в ваших руках. Но оно не говорит о том, что мы можем расслабиться. Карта победителя всегда говорит: мало достичь высоты, тебе еще и марку придется держать. Тебе как будто вот эти перемены, по сути дела, резкие какие-то перемены. Может быть, вы в какой-то момент времени именно что-то обнаружите, и кто-то примется, кстати, изучать. Имеется в виду, может быть, как и навыки, я говорила, кто-то языки, может быть, кто-то язык программирования, кто-то из вас будет изучать, каким образом, правда, как новую профессию освоить, да, какие-то курсы онлайн, офлайн, потому что очень часто, как и работа в новой уже команде, точно так же по этой карте и новое обучение идет. И опять же, тройка – это всегда карта будущего. И в этом режиме второе важное событие. Вам придется пройти много старших арканов. Не один месяц, а может быть и годы. Когда старшие арканы, тут всегда какой-то свой временной промежуток. Тем более, смотрите, если мы говорим по аркану император, организация, вполне вероятно, вам доведется, возможно, столкнуться с конкретным человеком, который обладает большими ресурсами, или большими, чем у вас. Возможно, от этого человека будет зависеть решение какого-то вопроса, который будет связан, опять же, с документами, подписаниями, может быть, контрактами или, с каким-то соглашением. И далее у нас 20-й старший аркан «Страшный суд». Это как еще раз переход. Тут два каких-то события, когда вы, скорее всего, да, вот выход у вас какой-то будет найден. Но вы поймете, что о своих планах я буду молчать. Потому что вы будете, даже к этому приготовьтесь, вы будете бояться, если я сейчас проболтаюсь, то как будто
Ну вот невидимая аура, да, она может измениться. Как я могу себе навредить, да, опять же вспоминаем карту Ля Папеса. И тут действительно 20-й старший аркан подтверждает. Как будто вот посмотрите, так и хочется сказать, да, волшебная флейта. По сути, как на флейте играет наша ведьмочка, колода ведьмочек. Но если мы примем во внимание, я уж там не беру какие-то тайные символы, но тем не менее, даже по музыке Моцарта волшебная флейта– это нечто тайное и неразгаданное до сих пор, которую даже музыка в разных эквивалентах идут разного рода тайны, которые могут касаться совершенно разных дел, вопросов и даже сфер жизни. Вот, может быть, это касается вашего творчества или это ваша личная мелодия, которую вы, как правда, переход, дорога к свету, есть колода, мне очень нравится просто это выражение, сигнификация этой карты, дорога к свету, так называется в колоде колесо года. Поэтому если мы так все же объединяем старший аркан в любой колоде, вот у вас какая-то дорога к свету начинается. Причем это ведь, знаете, мы идем налегке. Мы не тянем за собой какой-то груз, опять же, прошлого. Это где-то даже, знаете, понимание того сродни, по крайней мере, для кого-то из вас, как на самом деле человеку мало надо. Тут может быть такая перезагрузка мощная, когда вы, возможно, были прежде ярым материалистом и доверяли только тому, что можете осязать. А тут у вас, я допускаю, по сигнификации, по первому варианту, что на самом деле да нет. В нашей жизни, а с учетом Урана в Близнецах, так это точно. Цифровые технологии, кстати, да, изучение, какие-то новые совершенно, как и сферы работы, сферы занятости или приложения ваших способностей, да, как-то по-другому, вашей экспертности, профессионализма, ваших дипломов, может быть, даже, да, но в каком-то новом ключе, в каком-то новом выражении. А у кого-то это еще и будет совпадать с решением вопроса по личной жизни. По шестерке кубков здесь, возможно, поворотным событием, таким важным, да, или что-то вот то, что будет для вас складывать и ваш какой-то сюжет, но я не исключаю. Тут есть либо вопрос дружбы, как минимум, или, может быть, это как партнерское взаимодействие, я тоже не исключаю. Но по этой карте идут те люди, которых мы очень хорошо знали. Это, знаете, так и хочется сказать, вот есть такая фраза: иди вперед, и тем, кому ты важен, тебя догонят. Вот что-то такое. Вас действительно кто-то догоняет. И поэтому не бойтесь, как будто, да, вот избавиться или буквально очистить свою жизнь от чего-то наносного. Потому что кому вы важны, они вас действительно догоняют. А ваше знание, которое, может быть, и опыт, который был получен, поверьте, это навсегда остается с вами. Но наступает время, вот когда нужно что-то изменить. Причем начинается это именно с какого-то важного выбора для вас. А дальше приготовьтесь, поскольку 3 старших аркана, да, у вас карта победитель, как будто вы решите какую-то тему, но вдвойне потом вам придется что-то изящно как будто завершать, подводить к общему знаменателю. И после этого вы оказываетесь во власти внешних событий. Это могут быть как предложения какие-то со стороны, опять же, людей, которых вы знали. Я не исключаю, опять же, ретро-Плутон. У нас как минимум до середины октября будет возвращать нам какие-то события, которые с нами были прежде. И здесь ведь тоже где-то на глубинном уровне, потому что по аркану Верховная Жрица на уровне интуиции, на уровне, возможно, наших предположений. Третье важное событие, ну вот буквально получение, посмотрите, рыцарь кубков и паж жезлов. Как будто вы получаете либо новость, либо тут у нас развилка. Вам как будто еще вот, возможно, вы услышите новость, или у вас состоится очень важный разговор. Это на уровне второго важного события. Тут важное событие включает два момента или два номинала. Первое, мы говорили с вами, победа, то есть вы какой-то выход уже нашли, но здесь присоединяются уже на втором этапе люди именно.
Люди, события, организации и, может быть, и опять же, институты или учреждения, куда вы отправляетесь, какое-то взаимодействие, получение бумаг, документов, да, я снова повторяюсь, чтобы вам быть более понятным. И это тоже своего рода как переход. И есть вы уже дальше как будто не одни. Дальше есть какой-то человек. Я не говорю, что он готов вас сопровождать. С учетом того, что нам выпало, я бы сказала даже по этой карте, но вот на третье событие нам выпадает рыцарь кубков. Здесь, ну, все-таки по этой карте это не есть что-то продолжительное. Или, может быть, даже те люди, которых вы хорошо знаете, и вы понимаете, что да, на какой-то момент интересы наши совпадают. Но это в любой момент, как может быть, закончено. Вот, кстати, вполне вероятно, и идет у нас карта башня, которая говорит о том, что вам тут надо будет что-то не упустить, потому что даже контакты или как вы, возможно, согласитесь на какой-то вариант, о котором вы не думали, точно не думали, потому что впереди 20-й старший аркан. В последующем вы скажете спасибо, то есть это третье важное событие. Когда вы как будто вот этот выбор между двух дорог сделали, на что-то, может быть, откликнулись. Или позволили себе, ну, наверное, пройти по ситуации судьбы. Именно по ситуации. Тут ведь может сложиться могут так обстоятельства, что выбор невелик. Вот есть этот вариант, другого нет. И поэтому вы, скорее всего, будете пользоваться именно тем, что есть в ваших руках, как синица в небе. И в этот момент вы узнаете, что вы что-то сделали очень правильно. Поверьте, третье важное событие, когда вы себя благодарите, что вовремя правильно отнеслись к полученным информации, полученным известиям, правильно провзаимодействовали с каким-то человеком, мои дорогие. Потому что для кого-то из вас, правда, это будет означать более такую четкую траекторию. Четкую, потому что, с одной стороны, никаких иллюзий по рыцарю Пентаклей. Это тот человек, который... Ну, где-то рутина, она тоже присутствует. Но это не та рутина, когда мы тут что-то удерживаем. Нет. Рыцарь, хоть он и медленно, но он все время идет вперед. Но для него вот как каждый пентакль, заработанный буквально, или полученное каждое знание, это для него своего рода сокровище. Потому что он понимает, это ему принесет прибыль. Более того, по этой карте иногда проходит, как я говорю, марафонский забег. Это то, когда мы как настраиваемся не на сиюминутный эффект, не на получение, может быть, новых побед, вот тоже таких быстрых, знаете, одним махом что-то сделанное. Нет, мы понимаем, что добрые дела как раз наспех не делаются. Вот где-то сигнификация идет по этой карте. Но, а вторая, кстати, карта мир, мои дорогие, подведение итога. Но я вообще надеюсь, что у нас воцарится в ближайшее время. И, как я говорила, тут ведь у кого-то и дни могут совпадать, да, с теми событиями, тремя важными, а у кого-то это может растянуться и на месяцы. Но я так надеюсь, что для всех нас, как минимум, может быть, это до конца 2026 года, а то и до конца октября. Больше мира, больше согласия, по крайней мере, больше энергии, которые стремятся к этому миру, будет в нашей жизни, в нашей судьбе. И даже, может быть, и сильных мира сего, да, сумеют договориться. Но для вас, мы все-таки на вас смотрим, это действительно какой-то эффект, который вас ожидает. Причем карта не говорит, когда. А вот как раз я и думаю, что, возможно, это и будет где-то либо конец 2026 года, а то и с заходом на 27. И даже если вы это видео открыли позже, то все равно по миру это мы должны как будто пройти какой-то путь. По крайней мере, путь, он может быть разный, да, как будто от 20-го старшего аркана до 21-го совсем недалеко, один аркан. Но много, наверное, событий вокруг вас тут, которые будут именно в виде обстоятельств. То, что происходит, когда вы правда себе говорите спасибо. Возможно, будут меняться законы. Кстати, у кого-то из вас третье важное событие с учетом рыцаря Пентаклей и рыцаря кубков и вот пажа, да? Пажа жезлов, когда мы говорили, вот она развилка. У кого-то может совпадать вопрос «еду, не еду». То есть это может быть выбор направления, если мы говорим
наши приоритеты, наше мировоззрение, наша работа, выбор по работе или откуда к вам приходят деньги, например, источники дохода. Но у кого-то это может быть именно известие, которое связано с путешествием, перемещением. А может быть, это так обстоятельства по работе складываются. Тоже куда-то поехать необходимо. Глядя на все три важных события, чем дальше, тем интереснее. Но это может еще и карта должна сказать в моих раскладах рыцарь Пентаклей. Иногда он, знаете, рыцарь, но символизирует того человека, которого вы можете встретить на своем пути, который будет вам оказывать содействие либо дельным советом именно, когда может помогать оформить какие-то документы или может помогать совершить какой-то важный платеж. И это могут быть те люди, на которых вы сегодня не рассчитываете, которых вы даже сейчас, может быть, и знаете. Но, в принципе, даже не предполагаете, что вот так может сложиться судьба, а человек откликнется, хотя бы эта карта предполагает, что мы за этой помощью должны обратиться сами или найти этого человека. Но то, что помощь может быть оказана, это тоже факт. И если мы рассмотрим нижний ряд, то тогда, посмотрите, тут у нас совпадает шестерка кубков. И рядом уже идет рыцарь Пентаклей. 20-й, 21-й старший аркан. Поэтому вполне вероятно, как я сказала, взаимодействие с каким-то человеком, который, как-то проясняется на втором этапе или на втором важном событии вашей судьбы, будет продолжено для чего-то совершенно необходимого, когда вы, еще находясь именно на втором этапе, даже не можете предположить, зачем вам это нужно. А я ведь говорила, что тут, правда, что-то такое важное происходит, когда вы себе говорите спасибо. Может быть, в эквиваленте этого спасибо с учетом рыцаря Пентаклей и аркана Мир. Как раз вы, может быть, это какие-то контакты с тем человеком, который вам будет просто необходим. Или когда вы даже будете благодарить судьбу, что, правда, вы вот именно или его знаете, или вас судьба соединила. Но это может быть кто угодно, потому что тут у нас взаимный энергообмен идет. Все-таки вот мне так хочется сказать. Да, в некоторых колодах это карта ностальгия. Иногда это карта, когда мы кого-то долго ждали. Вполне вероятно, где-то это и перекликается. Или тот человек, который через личную жизнь к нам, в нашу жизнь пришел. Но дальше у нас выпадают пентакли. Тут, наверное, самые разные позиции. Но, тем не менее, есть какая-то персона, когда мы вот на первом этапе, да, или первое важное событие. Тут вообще, тут в целом какая-то масса людей по семерке жезлов. Но тут нет конкретики, тут только вы и ваши мысли, и выход из создавшегося положения. Но, видимо, после того, как для себя вы что-то важное решите, только тогда и начинают по-настоящему развиваться события. И мне хочется узнать, какие неожиданности вас ожидают на этом пути. Если верить картам, то тут я не вижу этой синкопы или когда тут что-то с ног на голову переворачивается. И даже если есть башня, но вы уже к этому времени подошли более ресурсной личностью. Давайте все-таки спросим, к чему приготовиться, да? Какие неожиданности вас ожидают? Усталость, мои дорогие, много работать придется. Вам как будто нужно будет свою работу, как трансформировать. Может быть, девятка мечей – это то, с чего мы с вами начинали расклад. Вполне вероятно, неожиданность как раз и будет связана с тем, что вам придется корректировать, как может быть, режим труда и отдыха. Вам придется совсем скоро, как будто точно отказаться. Но я тут хотела сказать, что отказаться, потому что где-то из-за усталости, из-за большой занятости, а мы ведь тут уже с вами говорили по первой позиции. То есть для вас будет неожиданно даже смена вот этого графика, когда, может быть, кто-то будет даже удивляться, почему вот ты сейчас чего-то там не сделала или не сделал, чем ты сейчас занимаешься. Вот неожиданности могут быть даже такого плана, когда
Вы продолжаете ходить на работу, но если другие на обед, допустим, или там, если есть какой-то перерыв, куда-то убегают, а вы будете ловить вот эту каждую свободную минуту, потому что вам именно какая-то ваша задумка, ваша тема, она должна быть реализована. Поэтому вы как будто по максимуму. Вот поэтому, правда, неожиданность как раз она к вам постепенно так и приходит. Потому что вы, ну, как сами понимаете, что у меня времени мало. Вот этот момент вы можете чувствовать наиболее остро. Где-то время или ощущение времени. Вот, наверное, основная неожиданность. И на самом деле, вполне вероятно, за, может быть, даже последующие дни, ближайшие дни, вы в каком-то вопросе разберетесь окончательно. И для вас наступает, с учетом аркана, колесница – это карта перемен. Но вот, наверное, когда и завершается вот эта тройка, обратите внимание – вы слышите от меня, тройка – это всегда карта будущего. Но по тройке мечей, и будем говорить, когда тройка выпадает и в раскладе, это имеется в виду, да, карта будущего. Но где мы находимся на данный момент? У нас ведь там с вами выпадала тройка жезлов. Здесь у нас выпадала тройка пентаклей. Тройка жезлов, я говорила, мы можем на какой-то период, очень короткий. Мы как анализируем и останавливаемся для того, чтобы спросить, все ли из прошлого нам нужно в будущем, и что я конкретно в это будущее возьму. Тройка пентаклей, сдача экзамена. Опять же, момент перехода между прошлым и будущим. И по этой карте, вот где вы сейчас. Самое главное, перемены у вас нет в прошлом. Пусть мы часто эту карту как разочарование, пережитые предательства, какие-то очень сложные эмоциональные состояния передает эта карта. Но здесь как будто аффирмация уже произошла. 3 меча в макете сердца. И та, которая была в этой комнате, ее там нет. Вот у вас выпадает именно так. Перемены. Вас нет в прошлом. Поэтому для вас, может быть, с некоторыми неожиданностями будет сопряжен совсем ближайший период. И вполне вероятно, вы будете перестраивать или рассматривать какие-то варианты, будьте к этому готовы. Потому что пока вы ищете выход, вы найдете еще ту информацию, или она найдет вас. Может быть, с конкретным человеком это будет связано. Или когда вы сами, вот мы с вами говорили, пытаетесь решить вопрос, организовать, может быть, решите финансовый вопрос. И, может быть, я допускаю, что для кого-то из вас с летом пойдет либо вы задумаетесь о смене работы, если это вопрос касается работы. Кто-то всерьез может задуматься о том, чтобы действительно сменить место жительства. Кто-то всерьез может задуматься о том, чтобы, ну, на что-то решиться, может быть, и в личной жизни. И даже если вы в паре, допустим, если у вас, ну, все хорошо относительно ваших отношениях, тогда вот эти перемены, они, скорее всего, у нас, по сути дела, нам тут о чувствах вообще не говорили. Ну, только вот где-то шестерка кубков, да, говорила, может, рыцарь кубков. Но в основном тут с первых карт идут больше где-то деловые вопросы. Или даже если это связано с личной жизнью, все равно это упирается, ну, в какой-то элемент того, что мы должны сделать. Не совсем тут про чувства. Поэтому здесь может быть такая история, которая именно вам дает, как знаете, какой-то фундамент. Пусть это ощущение, вот с чего, может быть, и складывается вот эта победа. Потому что совсем скоро вы можете совершить даже какой-то такой поступок, который будет неожиданен для окружающих. Вот в целом я могу такое предположить. И это не есть что-то из ряда вон выходящее. А когда для кого-то из вас иногда карта колесница, ведь это карта успеха. Иногда это карта популярности. Вот кто-то из вас добивается популярности, успеха. Возможно, это тот ваш проект или вопрос, на котором вы сейчас больше как заострены или хотите это решить. Но к этому, может быть, будут еще и какие-то внешние события, которые вам на руку, хочется сказать, или которые вам помогают. Но я точно так же не исключаю, что это может быть какая-то встреча с человеком, который, ну, либо имеет свой интерес, ну, тут больше, наверное, даже интерес. Может быть, человек такой, это тоже будет неожиданно.
Может быть, даже тот человек в лице какого-то руководителя или в лице, может быть, чиновника, который, в принципе, ну, он выполняет просто свою работу. Все-таки мы неожиданности смотрим. Давайте сведем к одному знаменателю. То есть тот человек, который не помогает всем подряд, а у вас с ним сложиться могут, ну, как минимум, какие-то контакты. Контакты, которые либо вы кого-то можете заинтересовать. Я повторяюсь, заинтересовать. Мы не говорим ни разу про любовь. И, в принципе, великий консерватор у нас идет как архетип карты король Пентаклей, хотя иногда семейную историю больше показывает, или жизни в паре. Но у нас, я подтверждаю, потому что следующая карта у нас выпала отшельник. Это тот человек, может быть, который долгое время сам по себе, кому, может быть, вообще философия у человека такая внутренняя, мне никто не нужен. Но, видимо, у вас будет какой-то неожиданный поворотный момент, когда именно такого типажа человек, у вас с таким человеком может сложиться или сотрудничество, или дружба, ну или какая-то взаимосвязь. И вот теперь я могу понимать, потому что вот почему я даже делаю, наверное, неожиданный момент, да, вот именно какая неожиданность вас ожидает. Потому что ведь первое, мы спросили, первая позиция или важное событие в вашей жизни. Нам постоянно говорят, что тут надо какую-то тему закрыть, решить, разобраться. А потом первая карта важного второго события у нас начинается с карты победителя. Ну откуда тут, да, если предыдущая у нас заканчивалась семерка пентаклей, понимаете? А вот оно откуда. Вот, видимо, самая главная неожиданность. Вы заняты чем-то своим. Но, видимо, как сама судьба, потому что очень часто старшие арканы и говорят, и, может быть, это вот то, что вам выпадает по иерофанту, тоже подтверждает это, что вам сама судьба как предопределила контакт с каким-то человеком, пусть это на уровне взаимного интереса, но тут может сложиться плодотворное сотрудничество. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за помощь и поддержку моего творчества. Читайте мои публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.